А почему бывшие родни? Ну, я с ними не общаюсь, то есть они для меня закончились еще в 14 году. Очень жаль, конечно. Кому? Ну, мне, например, жаль, что вот вообще все так случилось, и вот бывают такие случаи, о которых вот вы сейчас рассказываете, как в вашей семье. А когда дядя Ваня умер, то есть это уже был 15-й год, то есть мне даже не позвонили, не написали, даже не поставили меня в известность. Знаете, война все расставляет на свои места. Но, знаете, мне кажется, что какая бы ни была война, все таки родственные узы и кровное родство, оно все таки ну, и вообще, то есть вот человеческие отношения не должны быть сильнее этого. Если мы как бы там на этом заморочимся, ну, то есть мы вас там за Можайск загоним, Кт и кого притом очень быстро. кто вы и кого нас? Летучая мышь. Здравствуйте. Здорово, колени шутишь. Пока нет. А умеешь? А вы хотите проверить? Нет, я вопрос задал. А вы мне, как старая еврейка, вопросом на вопрос. М. Я- Ну что, проверим? Что именно? Умеете ли вы шутить? Ну, вы, кажется, этот вопрос задавали. Именно этот. Мгм. И? Ну, как проверять будем? Ну как, вы шутите, я смеюсь. А, Если это это ясно. Ну, знаете, я боюсь, что в вашем состоянии, которое сейчас я вижу, вам будет сложно, понять мои шутки. Так давайте попробуем, не понравится не будем. Понятно. Я прям сразу упаду в канаву и зарасту травой. Как вас зовут? Павло, там написано. М, Ну, по-русски Павел. так как к вам лучше обращаться, Павло или Павел? Как вам удобно? Да мне по-разному, по-любому, как вам удобно. Павло. Павло, отлично. Очень приятно. Меня зовут Эля. Эля. А полное имя как? Просто Эля. Эльвира? Просто Эля. Ну, Эля, Да, пускай будет. так легче запоминать. Это в честь шотландского Эля? Нет, это в честь другого имени. Мгм. А вы любите шотландский эль? Ну, в том числе, да. М. А что еще? Что сегодня вы очень любили? Виски? Или, как они говорят, скотч? Виски он мужского рода, так же, как и кофе. Отлично. Ну, Мгм. видите, я могу ошибаться, потому что я не употребляю. Но вам виднее. Употребляют обычно, когда говорят о наркотиках. А если мы говорим о выпивке, то говорят выпивают. Тоже соглашусь с вами, потому что я это не выпиваю. Поэтому Понятно. здесь вы специалист. Ну, это да. Прекрасно. Откуда вы такой Мгм. веселый, и специализирующийся в крепких напитках, и не только? Я из Киева, прям коренной здесь. Родился, жил, вырос, воевал. Все дела. Мгм. Прекрасно. Из столицы Украины. Ну что ж, я тоже из столицы, но великой матушки России. Мгм. Из которой? Из ныне действующей. А, ну, у вас их просто 2. Есть северная и есть типа Да, Москва. да. Я из Москвы.
Мгм. Встретились 2 А столицы. родом откуда? В каком смысле? Я здесь родилась и выросла. А, вы прям коренная москвичка. Совершенно верно. Ну так, судя по да, может быть. Вы мне не верите? Не, ну, просто, у меня треть моей бывшей родни москвичи. Москва и Одинцово. М. Я не знаю, Одинцово у вас это уже Москва или еще не очень? Нет, это не Москва. Это уже Московская область. Ага, но типа круто. Ну, слушайте, это, очень близко к Москве, очень близко, поэтому, слушайте, таких городов, как Одинцово, много. Балашиха есть, Королёв и так далее. Ну, чего их перечислять-то? А как, кстати, правильно, Балашиха или Балашиха? Вы знаете, я, честно сказать, не знаю. Я, привыкла говорить "Балашиха", но очень часто слышу и ударение, на предпоследний слог. Не, ну просто вот, для москвичей там, ну, для них очень свойственно акать. Это чё, хахлы, что ли? Батон колбасы, буханка хлеба. Ну, такой А вот вы московский говор специалист. такой, характерный, но коренные так не говорят. Вот меня сестра очень поправляла, говорит, ну, так говорят понаехавшие. Мгм. А На москвичи, то есть у них там условно литературный такой правильный русский и правильное произношение. Скажите, пожалуйста, ну, раз уж вы так, ну, так, видимо, наверное, не раз были сами в Москве-то, да? Или тоже только со слов? Нет, ну, если треть моей бывшей родни там живет, то есть, ну А как, почему бывшие родни? ну, я с ними не общаюсь, то есть они для меня закончились еще в 2014 году. А, могу я спросить, что ну, так скажем, повлекло вот эти вот такие вот? Или если вы скажете, что это личное, я пойму и не пойду дальше? Ну, в смысле, с расспросом. Нет, не, ничего личного. То есть я как бы в 2014 году, то есть вот у меня случилась вторая война, я ушел добровольцем на Донбасс. Вот, и я для них стал там бандеровцем, там фашистом, ну и все. Вся остальная вот эта хрень. Поэтому мы как бы мы не ругались, мы не выясняли отношения, просто перестали общаться. А когда дядя Ваня умер, то есть это уже был 15-й год, то есть мне даже не позвонили, не написали, даже не поставили меня в известность. Ну вот и все. Я как бы там абсолютно без сожалений. Вы без сожалений? Даже у меня есть небольшое сожаление, хотя я вам совершенно первый раз, вас вижу, от вашего разговора, от вашего, так скажем, повествования. Даже у меня немного сожаления появилось, потому что все таки знаете, это близкие люди, которые десятилетиями общались, и тут вдруг как-то так. Что ж. Ну, как-то так. Знаете, война все расставляет на свои места. Ну, знаете, мне кажется, что какая бы ни была война, все-таки родственные узы и кровное родство, оно все-таки, ну и вообще, то есть вот человеческие отношения не должны быть сильнее этого. И Человек Человеческие, да, безусловно, а родственные здесь вообще ни при чём. нет, ну слушайте, я просто говорю, что как перечисление всего этого. У вас же были не только родственные отношения, у вас же вы же общались как, как бы, как люди, не по-другому же. Поэтому мне кажется, Ну что да. это более ценнее. И вот, Ну, как вот сказать, где надо сохранять, так скажем, традиции. Нет? кому надо и какие традиции. Вы понимаете, ну, вот как бы, если мы ментально абсолютно разные люди. Но вы А как если да, то еще
Но вы же не всегда были Ну-ну. такими, как вы сказали, ментально разными. Как Да. до этого же вы как-то общались, не замечали этой ментальной разницы? Не как-то вот. Генка, он в свое время, то есть это мой старший двоюродный брат, то есть он в свое время из Москвы приехал в Киев, то есть он поступил у нас здесь в Киеве, в наш киевский техникум радиоэлектроники. Это был вообще тогда культовый технарь вот, для всего Советского Союза. Вот. Он у нас жил, учился, то есть он мне был вместо отца. То есть вот я еще тогда вообще был, ну, там, в детском саду. И воспитательницы, они только на второй год узнали, что Генка – это не мой отец, а мой старший брат. Потому что он все время приходил, забирал меня, отводил в садик, потому что родители работали. Вот, а они, периодически там косились на мою маму и думали: "Вот старая перечница выхватила себе молодого". А мама меня родила в 31 год. Понимаю. И они были абсолютно уверены, что вот, Гена – это вот мой отец, а моя мама, которой тогда уже было, ну, там 31, ну, плюс хотя бы 4-5, ну, то есть там 35-36 лет, да, то есть вот нашла себе молодого, и вот так. Так, да. Так бывает. Бывает. Ну, знаете как, видите ли, вот вы даже сами говорите, что вот вы, видите, и вас забирали, и были такие теплые отношения. И, наверное, это длилось, да, гораздо больше, чем, вот что-то, что, как вы сказали, четко, причем обозначили этот год с 14 года. Я понимаю, о чем вы Да, говорите. Я понимаю, значит, вот, какие события могли повлечь это. Но очень жаль, конечно. кому? Ну, мне, например, жаль, что вот вообще все так случилось. И вот бывают такие случаи, о которых вот вы сейчас рассказываете, как в вашей семье. Я об этом тоже слышала от других людей. Мне жаль, что, в принципе, будем так говорить, этнически один народ. Ам, Смешно. а вы говорили, что я не умею, шутить. Вы сейчас только что сами сказали. Ну, я как бы улыбнулся, но это был сарказм. То есть это, ну. У меня тоже. А с чего вы решили, что, ну, вот там украинцы там с условно россиянцами, то есть мы один народ? Исторически. Знаете как, я не специалист, но, история у нас одна и та же. И потом, Опять знаете, смешно. ну вот видите, смотрите, я скоро стану. Ну да. Мгм. Да, как я говорю, там на курсы к Петросяну ходили, да? Шуткам юмора учиться. Нет, Ну, это, еще раз, знаете это как, был это сарказм. да, я поняла. Это экспромт. Ваше здоровье. Благодарю. Нема за що. Який у вас гарний вимов, до речі. М, Дякую. О, у вас, наверное, родственники в Украине? А откуда я говорю, что мы один народ? Нет, на самом деле русские так говорить не умеют. То есть так говорят этнические украинцы, то есть, ну, Я очень талант либо же те, кто я очень считают себя талантливая. русскими, да. Да. Давайте. Мальчикам я обычно в этом случае говорю: "Вы как надпись в мужском туалете. Не льсти себе, стань ближе". М.
Это вы где-то прочитали в таком же мужском туалете? Нет, это вот как А, на бы курсах вот из серии Петросяна! пусть Я вспомнила, да-да-да. нет, это из серии, да, пусть скромность украшает тех, кого нечем больше украсть. Ну, давайте сойдемся на этом. Давайте. Что ж, Павло, я вам желаю Мгм. хорошего вечера. Он у вас уже, я смотрю, так начался, хорошо, тепло. Ближе к ночи. Уже заканчивается, мне через час идти гулять с Гамлетом. Это ваш пес? Да, у меня есть пес Гамлет, еще есть кошка Соня и кот Ося Остенбакен. А Ну, какой такой породы, вот а какой породы, если не секрет, ваш пес? тайский риджбек. Ой, я такого даже не знаю, но я полюбопытствую, как это выглядит. Еще раз скажите. Это у них тайский риджбек. Я запомнила. Ридж на английском — это вихрь. Мгм. Я То есть запомнила, у я них на посмотрю. попке такой вихрь. Это одна из древнейших пород, которую человек приручил. То есть это не селекционная порода, то есть он, ну, их так называют аборигены. Аборигенная порода, ну, которой там больше там 2000 лет и так далее. Порода уникальная в Таиланде, это их национальная гордость. М, Пес очень красивый, это что-то среднее между волком и собакой динго. м. Мне даже захотелось прям сразу посмотреть, как Ну, он сразу и выглядит. посмотрите. О, но он не маленький. Ну, 33 килограмма. То Да, есть, такой хоро как хоро бы, хоро хороший он, барашек такой. он больше питбуля, но меньше добермана. Хотя рвет и тех, и других. Ох, и сколько ему лет? Хотя, ну, при этом, ну, Гамлет старый. Вот на Петра и Павла ему уже будет 13 лет. Он уже дедушка. М. Но при этом выглядит шикарно, в отличие от меня. Потому что меня периодически спрашивают, сколько лет вашему щеночку. Я говорю, щеночек уже дедушка. Павло, ну, мне кажется, тогда вам стоит просто перестать употреблять вот эти вот, напитки, и, возможно, вы еще дадите фору вашему Гамлету. Пробежки. Зачем? А, для здоровья? А здоровье зачем? Ну, вот вы понимаете, ну, то есть вот всю жизнь жить там, себя ограничивать. А я не говорю, что во всем себя Вот, ограничивать. Кто же говорит, что во всем? ну, так а алкоголь-то, ну, вот как бы, знаете, Но вот это как не у Омара ценность Хайяма мне жизни. Это же не ценность жизни. нет, это один из атрибутов жизни. Но он же изменяет ваше сознание. Мгм. Знаете, как у Омара Хайяма такое очень хорошее четверостишье есть? Вино пить грех, подумай, не спеши. Сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин, тогда в раю, наверное, не души. Весьма остроумно. Ну, как-то так. Ну, Омар Хайям вообще красавчик. У него, Согласна. по-моему, все не остроумно. Есть такое слово українське дотепно. Перекласти чи зрозумієте? Дотепно. Ну, если вас не затруднит, то переведите, потому что именно это слово я не знаю. Ну, дотепно — это, блин, ну, нет в русском языке даже, ну, вот примерно похожего перевода. Это, ну, типа как доречно — это кстати, а дотепно — это, ну, типа, Давайте ну, давайте обратимся остроумно. давайте обратимся к "Яндексу". Да, Я сеч давайте. Я просто не лингвист, поэтому
Дотепно. Остроумно. Нет. Остроумно у нас там плюс-минус так и будет. Остроумно, а дотепно это немножко другое. Понимаете, Здесь, вот в здесь украинском мне языке дается, эти простите, Павло, и здесь мне дается 2 варианта. Первый из них как раз остроумно, а второй написано искусно. ну вот, значит, это вот как бы вот симбиоз остроумно и искусство. И искусно. Ну, то есть вот как бы, Ну, вот и теперь я буду знать. Вы, кстати, знаете вот разницу между вот украинским и вашим великим и могучим по количеству слов? Говорят, что, в вашем, словаре, дескать, их больше. Я не проверяла, но, так, по крайней мере, я слышала. М, так вы ж всё на веру не берете. Это, кстати, очень приятно и очень похвально. То, Всё, что я на вот веру вы, не беру, кстати, это одна точно. ну вот, это говорит о том, что у вас присутствует критическое мышление. То Меня есть так вы обучали. периодически пытаетесь разобраться в вопросах. И за это вам, ну, вот как бы респектик такой. Дякую. Да, так вот я ага, нема за що. М. В украинском языке, ну, порядка, ну, более 300 000 слов. В русском, не считая там матючье, ну, то, что называется ненормативная лексика, порядка 156 000 слов. Мгм. Поэтому очень много вот как бы слов и выражений, они на русский язык там вот дословно и буквально не переводятся. М. То есть их А, можно как бы, ну, там трактовать в контексте. хорошо, тогда Вот я не как хочу. то же слово "дотепно", то есть это, ну, вот между остроумно и уместно, ну, Знаете, тогда, мы можем, конечно, сейчас очень сильно застрять, но я пыталась как-то, перевести, на украинский, одну фразу. Этот чудесный, волшебный, восхитительный, прекрасный, русский язык. И вы знаете, я сейчас не помню, там были еще пара слов, но дело в том, что мне, перекладач, давал повторение, одного и того же слова. Ну, нет, там было, конечно, пара других, но, несколько слов он переводил, одинаковым образом. Я не знаю, может быть, возможно, это погрешность самого переводчика. Ничего здесь не могу сказать. нет, это, на самом деле, то есть, знаете, есть такие дотыканки, вот, которыми вот ватники пользуются. То есть они там ни болта не знают, но они вот это услышали, то есть, ну, есть такое понятие, как пропаганда там и так далее, то есть, и, ну, вот они этим пользуются. И когда мне там вот там начинают там про я родился за колючей проволокой там, или там села бабка на бабку там. Я знаю, Знаете, да, да? Да-да-да, я знаю, как это звучит на украинском языке. да, Я не буду вот. здесь произносить, потому что, фонетически это будет звучать весьма неприлично. Да нормально это будет звучать. Нет, ну слушайте, То есть это вот там послушайте, мы с этим большим фонтаном там, ну и все остальное, ну, то есть, ну вот. Это как такие вот рашистские глупости. м, С которыми, ну, там, если мы как бы там на этом заморочимся, ну, то есть мы вас там за Можайск загоним, кт и кого притом кто очень кто быстро. кто вы и кого нас? Мы, украинцы, вас там условно, как вы считаете, нас братушек, да, то есть вот там один народ.
А вам это для чего? Не, мне абсолютно не для А чего. вы часто Я делаете на самом деле подождите, подождите, в Павло. Ваня Вы там, просто смотрите, вот вы предложили, как вы сделали какое-то, вот делали какое-то утверждение, предположение, предложение, или, возможно, даже заявление. Я вас спрашиваю: м, "А для чего?" Вы говорите: "Да, сам не понимаю". А вы часто делаете действия, которые, ну, не имеют смысла в вашей жизни? периодически. То есть часто. За чистотой я не слежу. Ну, то есть, как бы, ну, Но делаю система глупости, но да. система работает. Система какая? Система чего? Вы знаете, Павло, во-первых, это очень долго. Во-вторых, вас ждет Гамлет. Вот. Он вам не простит Нет, такое еще не предательство. ждет. У нас еще как минимум целый час. О, Опять же, если не начнется обстрел, и что вот этой ночью нам поспать не дали. Ну, вернее, не ночью, а под утро начали. Вот исполнять. теперь вы Вот. будете жаловаться. Ну, давайте. Ни в коем случае. Где я, а где жаловаться? Ну, мне показалось, что вы уже приготовились, мне поплакаться в жилетку, что у вас не было спокойной ночи. Ну, Извините. во-первых, у вас нет жилетки. Во-вторых, как бы жаловаться — это фу-фу-фу. Это моветон. Ну почему же? Ну, Это естественные, как это сказать, ну как, проявления своих чувств. вот представляете, вот взрослый мужчина, ветеран, посторонний, ну и довольно приятной женщине, ну, то есть там будет плакаться ну, насчет груди не знаю, не видно. Ну, то такое. Так, Еще продолжайте. раз, сорян, это был сарказм. Вот. Ну, вот реально вот вы бешиваете просто вот этим, поэтому, ну, я как бы парирую. Я просто скорпион, поэтому, ну, это вот натура такая сущая, знаете, вот скорпионы, они очень ядовитые. Знаете, я знаю, но дело в том, что особенность, этого знака, знаете в чем? Мгм. Они жалят сами себя. Да, есть и такое. Так Если что некого так больше что так вокруг что жалить, то осторожней. Яд у вас не всегда буду. Вас. назревает, а вот жалить вы можете не всегда других. М, Ну, то такое. м. У скорпионов, то есть они жалят себя только в крайнем случае, когда некого жалить больше, то есть они начинают жалить себя. Да, есть у нас такое. И, да, Знакомо, иногда от этого страдаем. знакомо, Ну, бывает. да. Чё ж. Павло, разрешите, мне все таки закончить наш с вами диалог? У меня тут уже меня тут уже вызывают, уже записки пишут. Знаете, как в школе. Всё, я понял. В Париж по делу срочно. Не то слово. Приятного вам вечера и приятной прогулки. Всего хорошего.